Приветствую всех наших слушателей, зрителей. Меня зовут Вадим, я являюсь автором сайта Ярост.ру. И сегодня у меня для вас есть ценный гость, которого зовут Рустам Фагимович Ахметов. Многие из вас наверняка знают этого человека по его истории увеличения роста, по тому рассказу, который есть в интернете, он довольно известный. И также те из вас, кто жили и родились в 80-х годах и интересовались легкой атлетикой, наверняка видели выступления Рустама Ахметова на 20-х Олимпийских играх, на других крупных турнирах по легкой атлетике, где он соревновался в прыжках в высоту. И на сегодня все-таки наша тема не прыжковая, не легкая атлетика, хотя частично этим будет тоже, об этом тоже речь. Но сегодня мы решили поговорить про такую тему, как естественное увеличение роста, методики с помощью упражнений, питания, настроя и так далее. Что ж, давайте начнем. Здравствуйте, Рустам Фагимович. Добрый день, Вадим. Прежде всего, благодарю вас за то, что нашли время для этого интервью, потому что знаю, что у вас его не так много, и для подобных встреч тоже не так много. Поэтому, прежде всего, расскажите нашим слушателям, кто вы, чем занимаетесь, какие у вас достижения, успехи, ваши награды, заслуги, все основное, коротко. Я родился в 1950 году в городе Житомире. Мой отец военнослужащий, мама домохозяйка. Через несколько лет мы переехали в город Бердичев. Отца перевели по службе. И там прошли все мои школьные зрелые годы. И только в 1971 году я опять вернулся в город Житомир. В городе Бердичеве я познакомился с прекрасной школой прыгунов в высоту под руководством заслуженного тренера Советского Союза Виталия Алексеевича Лонского. Меня эта школа очень поразила. Прыжки учеников Виктора Алексеевича, высокие результаты. Я был очень взволнован и решил для себя во что бы то ни стало тоже заняться спортом, а именно прыжками в высоту. С этой целью я подошел к Виталию Алексеевичу Лонскому, попросил его записать меня в секцию прыгунов в высоту, но первый год он мне отказал. Как потом оказалось, потому что я был маленького роста. Вот. А все-таки для прыжков в высоту надо, я тогда этого не знал, вот, что для прыжков в высоту нужен высокий рост. Ну, скажем так, оптимальный рост. И первый год он мне отказал, говорит, ты еще мал, подрасти, через год придешь. И я уже второй год, чтобы не рисковать, я попросил маму, и уже мама с ним переговорила. И после этого разговора я был зачислен в группу Виктора Алексеевича Лонского, в группу прыгунов в высоту. Вот. И с этого времени я начал заниматься. Надо сказать, что результаты у меня быстро прогрессировали. Я начал с 1 метра 20 сантиметров, и через год я уже прыгал 1 метр 75 сантиметров. То есть выполнил второй взрослый разряд, хотя я учился в 7 классе. Но на этом мои результаты остановились. Все мои друзья, соперники ушли вперед на 10-15 сантиметров выше, чем я, стали прыгать, а мои результаты остановились на одном месте. Я подошел к Виталию Алексеевичу и спросил своего тренера, почему у меня не растут результаты. У всех растут, а у меня не растут. Он мне ответил, говорит, Рустам, потому что ты маленький ростом. Ты маленький ростом. Вот для прыжков в высоту нужен большой рост. Если ты вырастешь, будешь прыгать. Не вырастешь, вот твои результаты на этом и остановятся. И тогда я впервые в этот день столкнулся с проблемой роста. Я никогда до этого не задумывался, большой у меня рост,
маленький у меня, средний. Мне было вполне достаточно тот рост, который у меня был. Но именно в этот день я очень глубоко задумался вот, о проблеме роста. И вот с этого момента и начала создаваться моя авторская методика увеличения роста. Потому что я не представлял себе жизни без прыжков в высоту, без высоких результатов. Я очень полюбил прыжки в высоту, полюбил спорт, и мне обязательно надо было вырасти. Это стало моей целью. И так начала складываться моя авторская методика увеличения роста, которая позволила мне в течение 3 лет вытянуть свое тело на 23 сантиметра. Мгм. Ну, давайте, наверное, тогда такой вам вопрос задам. Как вы считаете, вы в итоге добились довольно высоких результатов в вашем спорте, в легкой атлетике, в прыжках в высоту? Как вы считаете, каждый ли человек может добиваться таких результатов, или все-таки у вас был какой-то талант изначально? Дело в том, что в то время я прыгал способом перекидной. Сейчас спортсмены прыгают другим способом, фосбери флоп. Вот при перекидном способе любой человек мог прыгать высоко. Тут шансы были равные. Любой, с любым ростом можно было прыгать высоко, но просто побеждать на соревнованиях надо было все-таки с ростом 1,85 м. 1,85 сантиметров. Такой рост был у нашего прославленного олимпийского чемпиона, многократного рекордсмена мира Валерия Брумеля. И мы все старались походить под этот эталон. Сейчас же новый способ фосбери флоп, он требует от спортсмена высокого роста. Все-таки высокого роста. Но есть исключения. Есть исключения, когда и спортсмен с невысоким ростом может показывать высокие результаты. Ну, например, Джейкобс, американец, с ростом 1,75 м, прыгал 2,32 м. Вот, мы это хорошо знаем. И многие другие спортсмены, которые недостаток роста компенсируют другими качествами. Например, очень высокими взрывными качествами мышц, очень высоким волевым настроем. Вот этим можно компенсировать и добиваться тоже высоких результатов. А какой рост был у ваших родителей? Можно было на генетику рассчитывать вам конкретно? Нет, надо сказать, что мы по национальности татары, казанские татары, и в основном наш народ, наша нация, она низкорослая. Низкорослые. И родители мои невысокого роста, все мои родственники невысокие. И, видимо, так суждено было и мне остаться невысоким. Вот. Мои родители, у отца 1,64 м, у мамы 1,58 м, 1,58 м, и, видимо, так суждено было мне остаться невысоким человеком. Но, как я уже сказал, это меня не устраивало, потому что я очень полюбил спорт, очень полюбил прыжки в высоту и поставил себе цель во что бы то ни стало добиться высоких результатов. Давайте тогда перейдем уже непосредственно к методике, к вашей. То есть вы начали заниматься целенаправленно естественными методиками увеличения своего роста. И у вас, я так понял, были основные тренировки по легкой атлетике, и дополнительно вы по своей программе занимались. Да. То есть сколько времени вы в день тратили? Получается, это целый день тренировка. Да. Вот я просматриваю вот различную информацию о росте, методики, вот различные. И там, значит, такая одна ошибка у всех, такая ключевая ошибка, вот, которая не позволяет, так сказать, в полном объеме выполнять эту систему роста, увеличивать свой рост. И дело в том, что понятие рост – это генетическое понятие. То, что, так сказать, Богом тебе дано, и никуда от этого не денешься. Генетику никто никогда не ломал,
и, так сказать, тут надо смириться. Но дело в том, что генетический рост – это не просто какая-то конкретная цифра. Скажем, вот ты должен вырасти на 1,60 м, или на 1,80 м, или ты должен генетически вырасти на 1,90 м. Нет, это не конкретная цифра. Генетика – это некий коридор, некий диапазон, согласно которому каждому человеку дано генетически вырасти, скажем, от 1,60 м или 1,65 м до 1,90 м, 1,95 м. И вот как ты пройдешь этот коридор свой генетический, или остановишься в самом начале этого коридора, то есть рост твой будет где-то 1,60 м, 1,65 м, или пройдешь половину дистанции, скажем, до 1,80 м ты дорастешь, или же пройдешь свой генетический коридор полностью, то есть 1,90 м, 1,95 м, вот это зависит уже от человека. Вот в этом заключается моя система увеличения роста. Заставить человека пройти свой генетический коридор, генетический потенциал полностью реализовать. Я не ломаю ноги, я не наращиваю кости, это не моя система. У меня чисто педагогический подход. Пройти свой генетический коридор по максимуму. Вот это, так сказать, квинтэссенция моей системы увеличения роста. И второе. Многие специалисты, которые занимаются проблемой увеличения роста, они ошибочно считают, что какой-то некий волшебный комплекс упражнений поможет человеку увеличить свой рост. Это не так. Это глубокое заблуждение, глубокая ошибка. Вырасти можно только в том случае, если заниматься 24 часа в сутки. Я повторяю, 24 часа в сутки. Угу. Для этого надо использовать всевозможные раздражители, начиная от психологических, физических раздражителей, растяжки, прыжки, плавание, висы и так далее. И плюс все это подкрепить питанием, рациональным, правильным питанием. Потому что если организм не будет получать материал, из которых он будет строиться, он не будет расти. Как бы ты ни занимался, какие бы ты волшебные упражнения не делал, не будет расти. Но для того, чтобы эта система не стала тягостной, не стала обузой человека, чтобы она его не угнетала, моя система заключается в том, что это игра. Это игра. Игра в растущего человека. Вот игра в растущего человека. А любая игра, она всегда приносит радость, приносит счастье. Всегда люди любят играть. Любые игры, им это приносит большое удовольствие. И вот если настроиться, что эта игра, если вот захотел человек, поставил себе цель поиграть в игру в растущего человека. И он будет с удовольствием это выполнять, с радостью испытывать счастье и с удовольствием выполнять все упражнения, которые, так сказать, являются составляющей этой игры. Почему я сказал, эта игра надо играть 24 часа в сутки? Потому что не только комплексы. Комплекс там час-полтора сделал, забыл. Нет. Здесь, во-первых, очень должна быть мощная система психологического фактора, о которых я буду позже говорить и в которой говорится в моей книге. Вот здесь, которая, так сказать, вот в этой книге. Вот здесь все о росте, моя методика увеличения роста в этой книжке. Вот, и все, кто желающий, может с ней ознакомиться. Это постоянно, это не полтора часа какой-то комплекс упражнений. Это вот в течение дня есть возможность повисеть.
повисел 15-20 секунд. Для этого выбрал и ветку, дерево, и какую-то перекладину, ну что угодно. Идешь по дороге, подпрыгивай, доставай веточки деревьев. Есть возможность поплавать часик-полтора. Поплавай, это очень здорово. Потому что доказано, что люди, которые занимаются плаванием, они растут и после 20 лет, когда закрыты зоны роста костей. А люди, которые занимаются плаванием, ну это спортсмены, они растут после 20 лет. Доказано, есть диссертации, научные диссертации защищены. Поплавай. Есть возможность поиграть в баскетбол, попрыгай. Есть возможность какие-то растяжечки сделать, потому что растяжечки это очень важно. Это составная часть системы, потому что вот мы знаем гимнасты, они всегда маленького роста. Они маленького роста. Почему? Потому что у них мышцы сильные, такие узловатые, и они не дают костям расти. Вот такие мышцы, они костям не дают расти. А мышца должна быть эластичная, мягкая, взрывная, как у прыгунов, как у баскетболистов, как у волейболистов. Вот они высокие, потому что у них мышцы мягкие, взрывные, и они мешают расти костям. А у гимнаста мышца не дает костям расти. Поэтому вот висы, упражнения на гибкость, это, так сказать, очень важный элемент нашей методики. Дальше. Этого недостаточно. Я сказал 24 часа в сутки. Ночью я спал в растяжке, потому что доказано, что человек в основном растет ночью. И я спал, у меня были такие резиновые жгуты медицинские, я привязывал манжеты к плечам и резинки к одной спинке кровати, к ногам другие манжеты к другой спинке кровати. И я в растяжке я спал. Вначале было тяжело, но потом привык и спал прекрасно, потому что... Спали на спине или на чем-то как? Крутился как угодно, да, они не мешают крутиться. Вертеться, крутиться резинки не мешают. Вот, потому что мы знаем, что вот солдаты во время войны, они настолько устают, что во время марша вот идет взвод солдат, все спят. Идут и спят. Организм свое возьмет. Он даже на ходу может спать. Не то, что там лежа с резинками, там многие боятся, что не будет спать ребенок. Нет, пару ночей покрутится, да привыкнет и будет прекрасно спать. И вот эта система днем, ночью, постоянно есть возможность, попрыгай, есть возможность, сделай комплекс, есть возможность, порастягивайся, есть возможность, попрыгай, есть возможность, поплавай. И целый день. Понимаете? И вот, но все-таки самое главное – это психологический настрой. Психологический, понимаете? Свойства мозга, они еще не изучены. Вот представьте себе, что вот у вас во рту раздавили лимон. Представьте так ярко, образно представьте, и у вас сразу начнет слюна выделяться бурно. Да. Правда ведь, да? А вот когда вы настроите, что вы растете, что вам надо расти, и вы растете, начнет выделяться соматотропин, гормон роста, точно так же, который позволит вам увеличивать свой рост. Все это взаимосвязано. Психология, физические упражнения, питание, все это тесно взаимосвязано, поэтому это и называется система, методика. Она круглосуточная, но она, повторяю, не в тягость человеку, она не обуза, потому что это игра. Это игра в растущего человека. И если человек решит для себя поиграть в эту игру, я уверен, получит огромное удовольствие и в то же время увидит результат игры, увидит, что его рост значительно увеличился. Ну, я знаю, что многие после вас играли в эту игру. Многие. И в вашей школе роста, которую вы основали в Житомире, если не ошибаюсь, в 80-х годах, многие повторяли ваши результаты, занимаясь по вашей программе. И даже мне известны случаи, что с закрытыми зонами роста тоже вырастали. Вот вы упомянули об этом. Можете как-то
подробнее объяснить, как рост закрытый происходит, ну, с закрытыми зонами роста. Да, ну, конечно же, вы правы, когда зоны роста еще не закрыты, здесь легче. Здесь легче. Это как глина. Лепи ее и лепи, и, так сказать, результат будет всегда. 100% результат будет, и очень эффект высокий. А другое дело, когда у человека зоны роста закрыты, вот как в этом случае вырасти. А ведь многим людям это очень нужно. Очень нужно, понимаете? Вот. Но я вам приведу пример. Есть такой... В Америке был такой американец по фамилии Виллард. По фамилии Виллард. Он полюбил девушку. Девушка была на голову выше его. И когда он ей сделал предложение, она сказала: я не могу тебе дать согласие, потому что ты маленький ростом. Вот если вырастешь, хотя бы такой, как я тебе отвечу положительно. А уже возраст, когда зоны роста уже все, закрыты. Но настолько была у этого человека, у Вилларда, любовь, желание, стремление, что он придумал настолько одни мышцы расслаблять позвоночник. У позвоночника одни мышцы расслаблял, другие напрягал. Короче, увеличивал это межпозвоночное расстояние, что он в считанные секунды становился выше на 20 сантиметров. В считанные секунды, вот на 20 сантиметров. Когда это увидели работники цирка, они его пригласили в свою труппу. Он с этим номером объехал весь мир, стал миллионером, богатым человеком. И вот вам пример, как человек, благодаря огромнейшему желанию, своей огромной любви, все-таки нашел возможности стать выше на 20 сантиметров. Хотя уже, так сказать, зоны роста все были закрыты. В моей практике тоже были такие случаи. Я знаю паренька из Витебска, ему было 22 года. Вот. Он вырос, правда, не на 20 сантиметров, а на 6. На 6 сантиметров. И он был очень благодарен. Ему было это достаточно. За счет осанки, за счет позвоночника, так сказать, работы над позвоночником, на 6 сантиметров вырос. Вот. И таких случаев я знаю очень много. Очень много. Но я повторяю, защищены диссертации, в которых доказывается, что люди, которые занимаются плаваниями, растут и после 20 лет. Вот у них растут, и у них и конечности растут, у них и позвоночник удлиняется, у них все, они растут. Да. Вот есть такие вот примеры, потому что плавание – это, так сказать, один из очень важных элементов моей методики. Ну, звучит замечательно. Вот сейчас наши слушатели наверняка послушают это видео и тоже захотят заниматься своим ростом. С чего им стоит начать? Как себя подготавливать, настраивать? И что почитать, купить нужно для этого дела? Ну, почитать, купить я советую в первую очередь вот мою книгу, которая называется «Рост, генетика или стремление». Рост, генетика или стремление. Да. Вот я сейчас вам покажу, и вот эта книжка «Рост, генетика или стремление». В этой книжке очень подробно описана вся методика, все упражнения, питание, особенности питания, психологический настрой, самовнушение. Здесь все подробно описано. Но все-таки самое главное в этой системе, я бы сказал бы, что это желание. Это желание. Если человек сильно пожелал, он обязательно вырастет. Первое – это психологический настрой. Психологический. И я бы посоветовал бы тем, которые решили заняться этой игрой в растущего человека, я ее так называю, первое, что сделать, это прийти домой и самому себе написать расписку. Взять листочек бумажки и написать самому себе: я такой-то, такой-то, обязуюсь в течение года вырасти, ну, каждый индивидуально, кому-то 6 надо, кому-то 7, кому-то 8 сантиметров, кому-то 10. Я, например, писал на 8 сантиметров.
Но вы писали Виктору Алексеевичу, Нет, правильно? я писал сам себе. А это он вас попросил сделать Да, такое? он меня попросил, чтобы я сам себе написал расписку, что я обязуюсь в течение года вырасти на 8 сантиметров, и клянусь этого добиться всеми силами. Подпись. И эта расписка должна быть не просто где-то в ящике стола, что ее никто не видел. Она должна быть на самом видном месте в квартире. На стене, под стеклом написано на столе. То есть человек должен постоянно, ежесекундно видеть, что ему надо вырасти, что у него есть цель. Не просто написал и забыл про это. Он должен каждую секунду. Вот. И это его заставит. Он, ну, во-первых, кто начнет этим заниматься сами, вот вы увидите, как ваша психология преобразилась, как ваш характер, как у вас вся жизнь становится соподчиненной вот этой увеличению роста. Увеличению роста. Вы уже не сможете, вот, проснувшись, вскочить и с кровати и бежать куда-то там, умываться или завтракать. Вы будете лежать и подтягиваться и мысленно, через голову, обязательно все через голову, мысленно представлять себе, как ваше тело удлиняется. Встанете с кровати, вы опять потягушечки, понимаете? Вот. Сидя, вот даже работаете за столом, а вы периодически эти ноги тянете так, и мысленно представляете, как они растут. И тело вот так подтягиваетесь тоже периодически, и все мысленно, все надо через голову пропускать, мысленно, как тело растет. И вы увидите, как вы вот идете в квартире даже, смотрите, там косяк дверной, и вы будете, ага, а сколько мне еще до этого косяка осталось? О, сантиметр 5, ну, скорее бы я уже достал бы его. А сколько вот до этой двери? А на улице идете, о, веточка, листик, вот этот листик я достаю голову или не достаю? Понимаете? Это настрой организма, это психология. Это значит, что начал выделяться соматотропин. Он заставляет человека менять свою психику. И это очень важно. И когда вы это все подкрепите физическими упражнениями, плаванием, прыжками, растяжками, когда это вы подкрепите правильным питанием рациональным, витамин А, чтобы витамин роста было достаточно в рационе человека, и вы увидите, результат будет налицо. Человеку просто некуда деваться. Некуда деваться ему. Ему только расти. А обязательно должен быть человек, которому вы что-то это пообещаете? То есть, одно дело себе пообещать, а другому человеку. Можно самому себе. Лучше самому себе. Мне просто тренер подсказал, что это надо сделать. Вот, хотя, я считаю самому себе. Что такого человека может и не быть рядом. Да. А цель-то есть, проблема есть. Вот вы упомянули про свою книгу «Рост, генетика или стремление», на страницах которой вы как раз описали ваше видение процесса увеличения роста, ваш подход, рекомендации по питанию, восстановлению и многое другое. Я пока читал только некоторые моменты этой книги, и они мне понравились. Особенно понравилась ваша история увеличения роста на 23 сантиметра. До этого я ее читал в какой-то украинской газете в интернете, она там была в таком сокращенном виде, сейчас я ее прочитал полностью, и она вдохновляет, она действительно вдохновляет. Вот можете рассказать сейчас подробнее про свою книгу? И сразу же такой вопрос, может ли человек, у которого нет особой подготовки, у которого нет хорошей физической формы, может ли этот человек, занимаясь по вашей программе, добиться успехов, при том, что у него есть желание, есть настрой на победу и, соответственно, есть возможности для роста? Да, действительно, вырасти может любой человек. Даже, я бы сказал, если он не занимается спортом, он быстрее вырастет. Почему? Потому что у него мышцы еще, так сказать, эластичные, мягкие, они не развиты. Это как глина, с нее очень легко лепить. Хорошо, если будет заниматься увеличением роста
спортсмены, которые занимаются видами спорта, которые не мешают костям расти. Скажем, баскетболом, волейболом, прыжками, плаванием, другими видами спорта. Тут тоже можно работать и хорошо, и эффективно. Там мышцы эластичные, мягкие. А вот с гимнастами, например, с акробатами, с ними очень тяжело работать. Очень тяжело работать, потому что вот у них, я уже говорил, у них мышцы другого качества. И они настолько сильные, они такие узловатые, они как обручем стягивают кость и не дают кости расти. Вот здесь тяжелее работать. А с ребятами, которые еще не начали заниматься спортом или не занимаются, я считаю, и практика показала, что даже очень эффективно. Они как глина, они податливые мышцы, и с них можно лепить, рост, любой рост. Любой рост можно лепить. А могли бы о своей книге более подробно рассказать, что там читатель найдет полезного для себя? Читатель найдет все, на мой взгляд, в этой книге, на мой взгляд. Вот. Потому что я уже сказал, что моя книга, моя методика базируется на 3 важных вещах. Первое – это психологическое внушение, самовнушение. Это первое, самое главное. И в этой книге я даю приемы, как это научиться этой методике, внушение, самовнушение, вот, как влиять на свою психику. Потому что все упражнения, которые какие-нибудь тяжелые не были, они должны выполняться на радости, на счастье, понимаете? Вот это нельзя забывать. Даже вот ты садишься в шпагат, у тебя болит все, у тебя, все, так сказать, тянет, мышцы, связки тянут, ты готов кричать, но надо себя пересиливать и в это время представлять что-нибудь, очень-очень приятное. Если дети, они любят как вот шоколад кушать, что они в это время кушают шоколад или кушают мороженое. То есть надо испытывать радость и счастье. Кто постарше, в это самое тяжелое упражнение надо представлять себе, что ты целуешь любимую девушку. Понимаете, это очень важно, чтобы эти упражнения не муки приносили, и тяжесть, а радость. Вот это все. Вот. А все упражнения надо, вот я повторяю, обязательно через год. Для чего? Психологии. Через голову. Не просто там сделал растяжку, упражнение. Нет. Надо мысленно всегда представлять, как твое тело удлиняется. Это первое. Психологическое внушение. Второе. Физические упражнения. Очень важно. Мышцы надо растянуть. Они не должны мешать костям расти. Они должны быть мягенькими, эластичными, взрывными такими. Для этого упражнения на гибкость. Всякие растяжки. Вот, всевозможные. Кроме того, генетиками доказано, что прыжковые упражнения такого пульсирующего динамического характера, прыжки как раз такими являются, они способствуют раздражению ростовых зон костей, и кости начинают бурно расти. Бурно расти. Вот. Поэтому вот эти упражнения очень много, они вот в этой системе. Всевозможных прыжков, растяжек. Вот. И, конечно же, если психология, я говорю, что это все на радости, на счастье должно быть. И мысленно ты представляешь, ты растешь, и все это подкреплено изобилием соматотропина. Соматотропин должен литься, понимаете, в организм. Вот как слюна, вот раздавили лимон во рту, и у вас потекла слюна. Хотите вы этого или не хотите? Она рефлекторно потекла. И так и соматотропин. Хотите вы, не хотите, он будет выделяться больше. Больше будет выделяться. А это как раз и нужно организму. Вот нужны раздражители. Когда ты настроен на рост и постоянно думаешь об этом, вот, и когда это все подкреплено раздражителями, не просто там сделал какой-то комплекс часик-полтора и пошел, забыл себе, занимаешься своими делами и забыл про это. Нет, об этом надо постоянно помнить. Игра в растущего человека 24 часа в сутки.
Это очень важно. И все это на радость и на счастье. На счастье обязательно. Когда вы плаваете, вы не просто плаваете, вы должны видеть, как ваше тело чувствует через мозг, как ваше тело удлиняется, понимаете? Когда я любил такое упражнение, ну, это татарское, такое национальное, я у всяких народов, когда я занимался, создавал систему, я интересовался, как у того народа, какие обычаи, как растут люди. У каждого народа своя культура, традиции собраны, в том числе и у татарской нации. Я у бабушки спрашивал: бабушка, а как же вот все-таки татары наши растут? Ведь все-таки она говорит: да, у нас, говорит, такое, надо найти горку, лечь на нее, сильно потянуться, и покатился вниз. Вот. И, ну, как тесто, вот. Как тесто катает, оно длиннее. Вот. И покатился туда вниз. И когда я скатывался вниз, я каждый раз чувствовал, что я на 5-6 сантиметров выше стал. Вот. Но все, когда катится, надо мысленно представлять, обязательно через голову, что это тесто, что тело растягивается, а там на тело действуют центробежные силы. Когда тесто, центробежные силы, они растягивают тесто. Точно так же и тело растягивается. Вот. Я это очень много включал в свою методику этих упражнений. Вот. Они описаны в книге. Вот. И, так сказать, они очень большой давали эффект. Конечно же, все упражнения сейчас не расскажешь, потому что их очень много. Конечно. Их очень много. Это вот кто пожелает вырасти и поставить себе такую цель, у него эта книга «Рост, генетика или стремление», она постоянно должна быть на столе, настольная книга. И он постоянно, каждый день должен ее открывать и что-то для себя нового найти. Потому что там очень много информации. Ну и, конечно же, питание. Знаете, это очень важно. Без материала, без кирпичиков здания не построить. Верно. Должны быть и белки, ну там все описано в книге. И белки, и углеводы, минеральные, особенно витамины. Витамин А, морковка. Я каждый день ел 2 морковки, 2-3 морковки. Это закон был. Как почистить зубы, как умыться утром, 2 морковки. Как хочешь. Хочешь так и целиком скушай, хочешь на 3, на терочке со сметанкой, с сахаром. А хочешь сока, через соковыжималкой выжми стаканчик, выпей. Но это каждый день должен быть закон. 2-3 морковки. Я повторяю, как умыться, как почистить зубки каждое утро. Вот такое вот. Ну, многое я не могу рассказать, уже подробнее в книге, но вот в основном в общих чертах вот такая вот система. Да, и от себя я дополню, что книга была недавно переиздана. И я считаю, это замечательная новость. Я когда об этом узнал, то сразу же написал Рустаму Фагимовичу с предложением продавать эту книгу на моем сайте, чтобы как можно большее количество народа увидело ее, чтобы они могли ее приобрести. Сейчас все моменты организационные мы решили, и в ближайшем времени вы сможете ее заказать. И если вам это интересно, если вы хотите ее приобрести, то это обязательно нужно сделать, потому что, такие знания, такой опыт от человека с мировым именем, у которого есть результат, они действительно дорогого стоят, и этим нужно пользоваться, просто пользоваться. Что ж. И я хочу попросить, чтобы, если будут обращаться мои земляки-татары, что им бы в первую очередь, потому что татарская нация маленькая, Да. Их надо подтягивать повыше. И я вот, когда мне пишут письма, очень много писем приходит, в первую очередь я отвечаю татарам, вот, моим землякам, потому что я за них переживаю и хочу все-таки, чтобы они свою генетику улучшили. Так что вот в таком плане. А я желаю, конечно, чтобы все, кто решил вырасти, они выросли, и они обязательно вырастут. Потому что если человек что-то захотел, он обязательно этого добьется. Когда-нибудь я расскажу, почему. Интрига.
Интрига, да, когда-нибудь расскажу почему, потому что есть особенности, которые еще медицина плохо знает. Вот. А ваша школа роста, она еще сейчас действует в вашем городе? Нет, как таковой школой я не занимаюсь, потому что я все-таки доктор наук, профессор, я заведующий кафедрой. И у меня очень много работы своей, так сказать, профессиональной. Вот. Но и я считаю, поскольку уже моя методика описана в книге, и есть очень много информации, и Лонский описал в своей книге, что вам сказать про высоту, про эту методику, и много статей, и в журналах, и в газетах, поэтому есть возможность с ней ознакомиться. А мне сейчас лично вести группы уже нет времени. Раньше я занимался, Конечно. вел, вот, мои дети ходили, вон мой сын рядом сидит, Он Ильдар, выше вас, да, он вырос? 1,96 м. Вот. Второй сын тоже выше меня. И все дети, с которыми я работал, все выросли. Вот. Поэтому я пока непосредственно лично не занимаюсь. Ну что ж, спасибо тогда за ваши подробные ответы на мои каверзные вопросы. Друзья, обращаюсь к нашим слушателям. Если у вас есть свои вопросы по теме сегодняшнего интервью, то, пожалуйста, задавайте их под этим видео, либо в комментариях под той статьей, где я это видео опубликую. Соответственно, если смотрите это видео на YouTube, ставьте лайк, если вынесли из этого видео что-то полезное для себя. И лично я вынес очень много всего. Одних только знаний вот касаемо тренировок и настроя, они действительно дорогие очень. И уверен, что вы тоже оценили это видео по достоинству. На этом, наверное, сегодня все. Это было интервью с Рустамом Фагимовичем Ахметовым на тему естественного увеличения роста. Всем спасибо за внимание. До встречи, удачи, пока. До свидания. Всего доброго. Удачи.